Здравствуйте, друзья! Многие из вас, наверное, сталкивались с такой проблемой, что наклеили какой-то клей на основание, на накладку, все это приклеили, поиграли какое-то время, накладки в хорошем состоянии, клей там подзубел, надо снова его снимать, переклеивать, и вот тут проблема невозможно снять, накладки приходят в негодность, губка во время снятия отщипывается, крошится, ломается, в общем, накладки выкидываем, покупаем новые накладки, и ситуация повторяется. Так вот, для того, чтобы такой проблемы больше не было, я бы хотел с вами немножко это сегодня обсудить. Меня зовут Сергей, поехали. Зачастую возникает проблема у теннисистов, это вот как раз снятие клея с накладок. То есть после того, как вы поиграли какое-то время, месяц, полтора-два, в любом случае, каким бы клеем вы ни пользовались, он начинает дубеть. И после этого необходимо снимать этот клей и наносить новые слои. Разнообразие клеев настолько широкое, оно достаточно дорогое, что с первого раза подобрать необходимый и нужный для себя клей очень сложно. И, соответственно, каждый спортсмен пытается поделиться там своим мнением со своим другом, или наоборот, и как-то какими-то умозаключениями вместе подойти к оптимальному выбору. А сегодня я бы хотел вам рассказать про то, каким клеем пользуюсь я и почему. Наверное, вы видели такие ролики на YouTube, как рекламируют клей Falk, клей Revolution 3, что он снимается там просто одним касанием. Так вот, на самом деле про плюсы и минусы этого клея. Плюсы этого клея в том, что он на самом деле снимается достаточно легко. Этим клеем пользуюсь я сам, мне он нравится. Значит, плюсы в чем? В том, что если нанести несколько слоев, там 3-4 слоя, он на самом деле снимается не одним, конечно, движением, но он снимается достаточно легко. Но есть большие минусы этого клея. Первый минус в том, что этот клей считается очень жестким. И как бы вы его ни наносили, он в любом случае через 1,5-2 месяца он дубеет, его необходимо снимать. И если вы любите играть эластичными и мягкими накладками, то этот клей, скорее всего, для вас не подойдет. Либо наносить нужно очень тонкий слой. Помимо Revolution 3 очень хорошо снимается клей Falk. Честно говоря, я слышал, что они чуть ли не на одном заводе разливаются и так далее, что это вообще один и тот же клей в разных тюбиках. Но, по моему мнению, все-таки Revolution чуть получше снимается. Хотя по жесткости эти клеи очень схожи и, в общем, они недалеко друг от друга отошли. Дальше клей один из самых распространенных, это идет Butterfly Free Chuck. Каждый с ним сталкивался. Если уж не сам клеился, то друг там с противоположной стороны стола в любом случае использовал этот клей. Вязкость этого клея, я бы сказал, достаточно средняя. Первые 1,5-2 месяца игры он достаточно тяговитый остается и ощущение такое, что немножко влажный. Для тех, кто любит прокручивать, вращать, Free Chuck клей достаточно подходящий. Но очень большой минус этого клея в том, что после того, как он начинает твердеть, его очень сложно снять с накладки и без повреждений губки невозможно. Поэтому, как правило, Free Chuck'ом вы на один раз клеитесь, на 2 месяца, и после этого, как правило, идет смена накладки. Третий вид клеев, я бы сказал, что они занимают, так скажем, самую бюджетную нишу, самые дешевые клеи, один из них Neotek. Пробовал я этот клей, покупал одну маленькую баночку, ввиду того, что у меня вообще закончился клей, что-то надо было пробовать. В общем, клей этот мне крайне не понравился, помимо того, что он сразу же становится дубовый, буквально там через 2-3 дня использования. Его невозможно снять, он снимается еще хуже Butterfly при нанесении дополнительных слоев, вроде когда он должен лучше сниматься. В общем, один негатив, клей этот я не советую. Если с клеями очень грубо мы с вами разобрались, то есть для тех, кто любит игру пожестче, Falk Revolution 3 идеальный клей. Для тех, кто любит прокручивать, идеальный клей, или лучший, так скажем, вариант будет Butterfly Free Chuck. Из дешевых клеев Neotek, я не советую. Очень интересные тоже такие вопросы были по поводу того, сколько сушить и как клеится клеем. На самом деле, изначально время просушки зависит от вязкости клея. То есть, когда вы наносите любой клей на водной основе, он в той или иной степени белого цвета. После того, как он высушивается, он начинает становиться прозрачным. Вот эта белизна вся пропадает. И, как правило, через 5-15 минут, как вы намазали и основание, и накладки, можно уже
приклеивать накладки на основание. Вот. Также по времени, возможно ли пересушить клей? Пересушить клей возможно. Вот почему профессионалы переклеивают накладки, все равно старая должна водный клей переклеивать там раз в месяц, там максимум в 2. По той причине, что он твердеет, он дубеет, меняет характеристики, то есть накладка становится медленнее, хуже вращает и, как правило, теряет скорости. Какие-то не огромные параметры, но они в любом случае ощутимы, поэтому клей можно пересушить. Проведите простой эксперимент, если кто-то мне не верит. Вот поставьте, посушите 15 минут, одну сторону наклейте, а вторую оставьте на ночь и наклейте с утра. Ну, если у вас накладки одинаковые, то вы колоссальную разницу на следующей тренировке почувствуете. Одна накладка у вас вращает, летит и достаточно контрольная, а вторая как будто бы там поношенная, полгода игранная. Поэтому клей можно пересушить. Сколько слоев клея ложить? Это тоже зависит от вязкости. Если клей очень жидкий, то желательно положить там 2-3 слоя. То есть 2 слоя на накладку и 1 слой на основание. Если клей очень густой, то желательно 1 слой на основание класть и 1 слой на накладку. Ну и после полного высыхания уже, соответственно, наклеить. Также хотелось бы поговорить по поводу того, что ну, там, на соревнованиях, допустим, некогда снимать клей с накладки, а так вот получилось, что зацепили накладку и нужно снова срочно мазать клеем и наклеивать, продолжать игру. Вот, значит, в данной ситуации использовать другой клей нежелателен. Но даже если так ситуация сложилась, что пришлось использовать тот же водный клей, но другой фирмы, соответственно, это тоже выход из ситуации. Но ни в коем случае там никаких быстрых там ПВА, моментов и так далее добавлять нельзя. Вы только испортите накладку и основание можете попортить. Если даже вас приспичило на соревнованиях срочно переклеиться, ну, так вынудила вас ситуация, то желательно все-таки использовать тот же водный клей. Ну и последнее, что бы хотелось обсудить, это срок хранения эксплуатации водного клея. То есть, если вы купили тюбик клея, сколько он может храниться у вас? Ну, тут все очень просто. Чем его меньше в тюбике, тем срок хранения уменьшается. Это раз. То есть, больше взаимодействия с кислородом, с воздухом, он начинает окисляться. Второе, из визуальных признаков, он начинает, как правило, желтеть в основном. Ну и третье, у него консистенция становится более густая. То есть к моменту, когда он уже имеет не ровный там водяной какой-то слой растекающийся, а имеет какую-то уже густоватую консистенцию, и к тому времени зачастую он становится уже таким сильно желтым цветом, такой клей использовать уже нельзя, то есть он уже испортился. Необходимо приобретать новый клей. Поэтому, если вы клеитесь ну, раз там в 1,5-2 месяца, то тюбика 90 мл вам должно хватить примерно на год. Плюс-минус совсем немножко, в зависимости от того, сколько вы слоев кладете. Поэтому, если вы играете и клеитесь только для себя там, или ну, там, максимум своим спарринг-партнером, то покупать там пол-литровые тюбики я вам не рекомендую, они просто испортятся. Как правило, это тюбики для тренеров или для больших команд уже идут. Если вам видео было интересно, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.